Рухи двох мотоциклістів задано рівняннями х1 дорівнює 15 плюс t квадрат, х2 дорівнює 8t. Описати рух кожного мотоцикліста, визначити час та місце зустрічі. Так, в задачі дані два уравнення. Х1 равно 15 плюс t квадрат, х2 равно 8t. Определить время и место встречи. Первое уравнение x 15 плюс t квадрат. Давайте перепишем таким образом. x1 равно t квадрат плюс 15. Сразу можно определить о том, что если в координатах tx, тогда этот график будет напоминать вот этот график. Y равно ax квадрат плюс b, где b равно 15, a равно единица, ну а x соответствует t. Будет парабола, которая будет поднята на 15 единиц вверх. В принципе, покажем, как она будет выглядеть. Это будет парабола x, y, которая будет поднята где-то на 15 единиц по x вверх. Это x, y, тут у нас t и x будет. x, y это в алгебре, а у нас тут t и x. Будем ориентироваться на то, что график вот этого движения напоминает нам параболу. График второго движения x2, второго мотоциклиста, равен 8t. Судя по всему, это линейная зависимость. То реально получается, что на координатах y, x она будет проходить вот так, зависимо от угла. А 8 еще определяет угол наклона. Для того, чтобы понять, где эти два мотоциклиста будут встречаться, можно сначала это дело выяснить аналитически. Координаты этих двух мотоциклистов должны совпасть. x1 должен быть равен x2. Подставляем значение t квадрат плюс 15 равно 8t. Переносим 8t в левую сторону, мы получаем t квадрат минус 8t плюс 15 равно 0. Квадратное уравнение. Давайте будем решать это квадратное уравнение. t равно тогда плюс 8, плюс-минус корень квадратный. Из 64 отнять 15 умножить на единичку умножить на 4. 4 умножить на единицу умножить на 15. Делим на 2. Вот это будет равно 8 плюс-минус корень квадратный из 64 минус 60. Это будет корень квадратный из 4, что делится на 2. Равно 8 плюс-минус 2. t получалось равно 8 плюс 2 делить на 2. Это будет равно 5, t1. И t2 равно 8 минус 2 делить на 2. 6 делить на 2. Это будет 3. Судя по значениям t, которые мы получили из этого квадратного уравнения, они будут встречаться дважды. Определим значение x, при котором они будут встречаться. Можем подставить любое из этих уравнений. Скажем, давайте подставим x2. Подставляем сюда первое значение при t равно 5. Чему будет равно x2? x2 будет 5 на 8, будет равно 40. Посмотрим t равно 5, что получается в первом уравнении. t равно 5, x1 чему равен? 25 плюс 15 тоже 40. Первая точка, третья уже есть. Теперь давайте посмотрим на вторую точку, когда t равно 3. t равно 3, x1 равен чему? 3 на 8, 24. t равно 3, чему равен x2? x2 равен 9 плюс 15, тоже будет 24. Здесь у нас тогда две точки пересечения этих графиков. Первая точка t равно 5, так и напишем. t равно 5 и x равно 40. И t равно 3, x равен 24. Теперь давайте построим эти графики и посмотрим, как это все будет выглядеть на графике. Для того, чтобы строить графики, нужно задать их некоторые точки. Это мы так и сделаем. Это будет у нас ось времени, t. Это будет ось расстояния. X в метрах, это в секундах. Определим значение. Будет 1, 1 секунда, 2, 3, 4, 5. И, естественно, координаты такие возьмем. Это будет у нас 10, это будет 20, 30, 40, 50. Построим сначала график функции x второго равно 8t. Мы уже говорили о том, что эта функция будет линейная. Там несколько значений. t равно 0, 1, 2, 3. Посмотрим, чему равен x2. x2 t равно 0, тоже 0, t равно единице будет 8. t равно 2, получается 16. t равно 3, равно 24. Строим точки. 0 значит 0. Единичка, это будет 8. Вот здесь. Двойка, это будет 16. У нас тут по 2 будет в каждой клеточке, тут 5. Итого будет 16. Это будет 3 клеточки, вот так. Тройка, это будет 24. Достаточно. Можно провести линейный график. В данном случае можем сказать о том, что 8 при t определяет скорость этого мотоциклиста. t это время, а 8 это получается скорость мотоциклиста. И она у нас линейная, постоянно не меняется. В течение времени до конца идет, можно выше построить. Давайте построим тоже график для функции первого. x равно t квадрат плюс 15. То же самое сделаем. Может немножко больше. t 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Вот столько точек возьмем. t равно 0, x1 уже равен 15. t равно 1. 1 в квадрате. 1 плюс 15 будет 16. 2 в квадрате 4 плюс 15, итого 19. 3 в квадрате 9 плюс 15, 24. 4 в квадрате 16 плюс 15, 31. 5 в квадрате 25 плюс 15, 40. 6 в квадрате 36 плюс 15, итого 51. Так, давайте немножко другим цветом построим, чтобы было видно, какая разница. t равно 0, x равен 15. Это вот здесь. t равно единице, x равно 16.
Вот он. t равно двойке, это будет 19. Вот сюда, половинка, это вот здесь 19. t равно тройке, это будет 24. Вот она попала сюда. t равно четверке, 31. Где-то вот здесь. t равно пятерке, это будет 40. Вот тут. t равно 6 будет 51. 6 здесь будет 51. Вот так. Итак, второй график у нас пойдет вот таким образом. Это у нас график x равно 15 плюс t квадрат. Это у нас график x равно 8t. То есть скорость мотоциклиста второго, мы говорим, что второго равно 8 метров за секунду, а скорость мотоциклиста первого уже будет зависеть от времени, потому что квадратичная функция. Рассмотрим уравнение x1 равно t квадрат плюс 15. Можно увидеть о том, что при t квадрате стоит коэффициент единицы. Можно так написать. x1 равен единице, что умножится на t квадрат и плюс 15. Этот коэффициент при t квадрат и будет у нас коэффициентом при том, как функция эта будет возрастать. То есть можно сказать, что это будет ускорение. x1 можно написать, это а. t квадрат плюс 15. В этом случае а у нас просто будет равен единице метр за секунду в квадрате. С другой стороны, давайте разложим это выражение. x1 равно at, отдельно возьмем, что умножится на t, плюс 15. И роль скорости этого второго мотоциклиста будет выполнять вот это значение. v будет равно at. Скорость у него будет зависеть от времени, и она будет равно ускоренной. v будет равно at. Что мы видим по этому графику? Реально, если здесь скорость у нас по отношению к оси t постоянная, вот этот тангенс угла определяет величину скорости. Так здесь, если провести скорость в каждой точке, касательную провести, скажем, в любом месте этой линии, тогда получается, что касательная будет менять свой угол в зависимости от положения. В этом месте, если провести касательную, у него будет один угол, дальше провести касательную будет, в этой точке будет другой угол и так далее. v от t действительно можно написать о том, что v равно, с учетом ускорения, 1 метр на секунду в квадрате умножить на t. Вот что показывают вот эти графики, что тут равно ускоренное движение. Здесь получается, можно сказать о том, что равномерное прямолинейное движение.